Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу рецепт торта, который вы все сможете испечь именно летом, потому что он абсолютно несложный в приготовлении и очень-очень быстрый. Этот торт, наверное, вы все когда-то пробовали. Торт называется лохматый шмель. Я его очень часто выпекаю именно летом, потому что он печется очень-очень быстро, как я вам уже сказала. Торт этот получается у нас очень вкусный. Самое главное, нужно дать ему пропитаться. Мои дорогие, все время хочу вам сказать и забываю. У кого есть какие-то вкусные, хорошие семейные рецепты, которые вы не хотите, чтобы они остались именно в вашей семье, и вы хотите ими поделиться, вам, конечно, не жалко, то посылайте мне их в комментариях, и я обязательно покажу их всему свету. Ну что, мои дорогие, обязательно испеките этот торт вместе со мной и обязательно присылайте мне свои рецептики. Начнем. Сегодня нам потребуется 6 яиц. Яйца у меня среднего размера, приблизительно по 55 грамм каждое яйцо. Все, конечно, в граммах я напишу внизу под видео. Щепоточка соли, 150 грамм сахара, ванилин или ванильный сахар. И нам нужно будет все это взбить. Взбиваем совсем недолго, просто-напросто, чтобы все хорошенько перемешалось, и яйца немножко стали пышными, побелели совсем чуть-чуть. Добавляю 150 грамм растопленного сливочного масла, 50 миллилитров молока, 120 грамм меда. Мед у меня сегодня жидковатый. Если у вас мед густой, то нужно будет его немножко разогреть, чтобы он легче вмешался в тесто. Тесто мы заваривать сегодня не будем, мои дорогие. Все просто-напросто перемешиваем. Чайная ложечка соды, нужно будет ее погасить или уксусом, или соком от лимона. Кому как удобно. Духовку нужно будет включить, разогреться. Разогреваем духовку 4 минуты. И у нас будут 2 коржа, которые будем выпекать по 8 минут каждый корж. Поэтому на весь торт у нас займет ровно 20 минут все приготовление торта. Добавляю муку 300 грамм. Тесто должно быть у нас жидкое. Вернее, оно у нас не жидкое и не густое. Вот такое, видите? Жидковатое, так сказать. Все, тесто у нас уже готово. Противень от духовки 30 на 40 сантиметров застилаю пергаментной бумагой и выливаю на него ровно половину теста. Приблизительно половину теста, конечно, но можно все это сделать по весам. Распределяю равномерно. Следите, конечно, чтобы все кончики коржа были одинаковой серединкой. Постарайтесь, чтобы они были одинаковые, потому что обычно края получаются тоньше. И выпекаем при температуре 180 градусов ровно 8 минут. Пока выпекается первый корж, доделаем второй. 1 столовая ложка какао. Все в граммах, как я вам уже сказала, я напишу под видео. И здесь у меня ровно 40 миллилитров молока. Молоко холодное, комнатной температуры не играет никакого значения. Добавляю и перемешиваю. Это тесто на второй корж. Корж уже выпекся. Переношу его или на доску, или на любую рабочую поверхность. И оставляю чуть-чуть остыть. Точно таким же образом нужно будет испечь и второй шоколадный корж. Также равномерно распределяю все это на бумагу и выпекаем. Первый корж уже остыл, и сейчас мы будем его подрезать. Это, конечно, очень легко сделать с помощью любой досочки или обыкновенного треугольника, линейки. Делаем прямой угол и обрезаем края. Все эти краешки нам еще пригодятся потом. Таким же образом обрезаю весь корж.
Нужно будет разделить корж пополам. Ровненько режу. Снимаю бумагу и переношу корж на решетку. Эти коржи не нужно оставлять, чтобы они у нас полежали немножко в холодильнике. Можно торт собирать сразу. Точно таким же образом испекся и шоколадный корж, и точно так же я его поделила пополам и обрезала краешки. Теперь все эти наши кончики нужно будет измельчить или в блендере, или руками, или в мясорубке, кому как удобно. Получается у нас черная крошка и белая крошка. А сейчас будем делать крем. Для крема нужно будет взять 500 грамм жирных сливок, холодных. Их нужно будет хорошенько взбить. Взбили сливки хорошо. Должна быть очень чистая посуда и должны быть сливки очень холодные. И здесь у меня вареная сгущенка. Сгущенка вареная тоже должна быть холодная из холодильника. Но так как из холодильника она бывает у нас всегда немножко такая крепкая, жестковатая, я ее разобью вот так миксером буквально секундочку, чтобы нам было легче смешать сгущенку со сливками. Добавляю ванилин или ванильный сахар. И нужно будет объединить сгущенку и сливки. Можно это сделать ложкой, можно продолжать взбивать миксером. Если вдруг вы случайно ввели сгущенку не из холодильника, а комнатной температуры, и у вас получился крем немножко жиже, чем у меня, положите его в холодильник, он остынет, и потом еще раз взбейте миксером. Ничего страшного не будет, сливки не испортятся. Крем у нас уже готов. Все очень быстро делается. Этот торт делается очень-очень быстро. Просто-напросто ему нужно дать время, чтобы он пропитался. И начинаю собирать. Начинаю собирать торт с шоколадного коржа. Переворачиваю. И распределяю равномерно крем. Напишите, мои дорогие, под каким названием у вас проходил этот медовик. Я его знаю так, как торт, который называется лохматый шмель. Очень часто мы его пекли. Я очень люблю его выпекать именно летом, потому что он очень-очень быстрый в приготовлении. Как я вам уже сказала, духовка должна быть духовка у нас работает ровно 20 минут. 4 минуты на нагрев и 16 минут выпекаются 2 коржа. Напишите, кто его выпекал, напишите, как он у вас называется, пишите, откуда вы меня смотрите. Я заканчиваю оформление, смазываю торт кремом по бокам и теперь буду оформлять крошкой. Здесь уже, конечно, на ваш вкус, как хотите. Я его всегда делаю полосатым. Хоть этим он нам немножко напомнит шмель. И таким образом распределяю ванильную крошку и шоколадную. Торт нужно обязательно ставить, чтобы он пропитался. Так как там сливки и все-таки лето, лучше всего его пропитывать в холодильнике. На всю ночь его оставляем. Утром режем и пробуем. Торт очень мягкий, очень вкусный на второй день. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Абсолютно несложный в приготовлении. Получится у всех, мои дорогие. Рецепт легкий, быстрый и именно летний. Попробуйте его испечь, понравится всем. Заваривайте чай или наливайте что-нибудь холодненькое. С холодным молоком он тоже очень-очень вкусно.
Попробуйте, приготовьте, напишите. Буду очень рада всем вашим комментариям. Пишите, мои дорогие, заходите ко мне в гости. И будет много-много новых рецептов. Пока-пока. Всех люблю. До новых встреч.